Термин «абаза» очень древний термин. Если мы коснемся источника, то это минимум 2300 лет. Еще у Ликофрона встречается. И вся вот эта территория, восточное побережье Черного моря и главные предгорья Кавказа занимал народ Абаза. Он делился на Апсу, Ашхару и Ашва. Еще в 1829 году по поручению военного министерства морского флота России был издан абазинский словарь, то есть абхазский словарь в Келасуре и в Сухуми морским офицером лейтенантом Романовым. Содержит около 2000 слов. Фактически до начала 20 века наши народы просто не разделяли. Считалось, что это северная часть народа, а здесь юго-западная часть, в общем, населяют предгорье, горы, море, а те за горами находятся. Но, подчеркиваю, колыбелью всех наших этнографических групп, конечно, является Апсна. Само слово абхаз нас называют только грузины и в арабских источниках встречаются. Но в силу построения их речи абаз они переиначили в абхаз. Такое у них произношение. И насколько я вот с детства знаю, от старших много слышал, называли живущих за хребтом наших братьев Аши инхо Апсуа, то есть абхазы, живущие в Аше. Были большие контакты, постоянные, были дороги, которые мы сейчас забыли. Есть, частично сохранились. Взаимодействие шло полностью. Я хочу привести один очень интересный небольшой пример, который мало кто знает. Абхазии вообще не знают. Там среди абазин знают, я думаю, но немногие. Сына Килишбе, Арсланбе его называли, воспитали в селе Шинхорыбщ, это в долине реки Бзыби, ближе к Гаграм. Род такой Амстаду Шинхуа. Воспитал его, воспитатель был Шафюрхо Шинхуа. И вот когда у Килишбея нужна была ему помощь военная, по первому зову, вот это знаменитое его выступление, там много было фактов, но когда турецкий султан за отказ Килишбея выдать Таяр-Пашу, чтобы султан его хотел казнить, 25 тысяч всадников собралось. Абхазцев, Абазин, Быхов. И они выстроились кольцом вот по Сухумской бухте, и идет эскадра грубой силы. И вдруг в одно мгновение из ножен выхватывают 25 тысяч клинков, и они сверкают на солнце. И, конечно, такой психической атаки турки не выдержали, они повернули и ушли во свояси. И вот слава Килишбе еще больше взлетела. Я к чему говорю? Самая элементарная вещь, но они самые трудные, чтобы их понять. Мы всегда говорить должны «мы». Не я, не он, а мы. Очень много интересных личностей наш народ дал миру вообще. По крайней мере, Востоку. И все выходцы были вот с наших краев. Я хочу очень коротко, потому что, время, понимаешь? Есть у нас на границе сейчас с РСФСР, с Абазинией, так скажем, гора Макяра, так и называется.
А там есть род Мкерипа. Это очень известный род. Был такой Умар Микер, верховный кади Карачаево-Черкесии, тогдашний, до революции. Впервые он создал в середине, во второй половине 19 века абазинский алфавит на основе арабской графики и преподавал детям в школе. Очень просвещенный человек был, но, к сожалению, ушел из жизни довольно рано, вечная его память. Его племянник был такой Мкерип Азиз, очень интересная личность. Он родился на Северном Кавказе, а учебу продолжил в Турции. Блестяще владел 5-6 языками. Образование получил во Франции. Потом был ректор института. Но что интересно, он возглавлял Кавказский комитет солидарности. И вот в 16 году, когда уже назревали события, от лица кавказцев из Турции, там их человек 8 было, они объездили державы Европы, Австрию, Германию, Швейцарию. В Берне встречались даже с Лениным по вопросу воссоединения наших народов, которые были разбросаны, находились в Османской империи на Кавказе, о возвращении на Кавказ. Во время Кемалистской революции он сыграл очень видную роль. А когда Россия признала Турцию, у них тоже революция была, он был одним из ведущих дипломатов от Турции, которые работали в Москве и в Казани. Одной из главных целей Азиза была это создание Горской республики. Она, кстати, существовала, Горская республика, несколько месяцев, чтобы заиграть с Турцией. Потом, конечно, уже разделили на области, Адыгейская, автономная Чеченская область, ну и так далее. Но усилия этих людей, я думаю, что не пропали даром, потому что, когда бросаешь в почву хорошее зерно, вырастает дерево, это дерево тоже дает плоды. Эта идея живет и будет жить, и пока она не будет претворена в жизнь, она будет, конечно, развиваться все дальше и дальше. Здесь я очень хорошо хочу отметить, что еще в 26-м году Прилакоба, это был очень дальновидный человек, очень. Фуад Ашибоков такой был, он директор из Черкесска переселился в Сухум, был директором Абхазского государственного музея, издал брошюру, что нужно знать об истории Абхазии. И вот он в 26-м году, еще перед приездом в Абхазию, на абхазском языке опубликовал статью, которую лично я читал. И он прямо взывает: братья абхазы, верните нас на родину, на нашу родину Абхазию. И приводит факты и так далее. То он здесь, они все были потом, к сожалению, репрессированы в 1937 году. Здесь что я хочу отметить. Вот у нас в музее работал Коля Шинкау. Я честно скажу, такого образованного человека, знающего историю, у нас в Абхазии не было. Просто этот человек не стремился к титулам, к званиям, очень глубоко эрудирован. Но помимо этого, у него, вот, как говорится, горел Прометеев огонь в сердце. И он фактически один из тех, если не первый, а один из первых, который наладил наши забытые связи. Несколько раз мы ездили в Черкесск, они сюда приезжали, молодежь, потом уже приехал ансамбль Абазинка во главе с Володей Чикатуевым. До этого Владимир Анкваб, абхазский поэт, вечная память, дружил с Микаэлем Чикатуевым, тоже абазинский поэт, пламенный трибун. Они постоянно, вот Анкваб что делал, Владимир Анкваб? Он брал абхазских студентов и на месяц ездил по абазинским аулам, объезжал. И всегда говорил: это наши братья, левый глаз будет смеяться, такое абхазское выражение, а правый глаз тоже будет смеяться. Но если левый глаз будет плакать, и правый тоже будет плакать. Мы вот оба ока, в общем, одного лица.
И вот это все вот эти контакты привели к возобновлению того, что слава, как говорится, Аллаху Всевышнему, мы начинаем осознавать, что мы один народ, един народ. Конкретно вот, абхазский, абазинский язык, я имею в виду тапанский, они разделились где-то в X веке. Вот в эпоху Абхазского царства. До этого был единый народ. Потом все-таки географические препятствия, горы. И дальше, что я хочу сказать, есть такой закон в языке. Каждое тысячелетие язык меняется на 16%. Вот. Представляете, вот разница только в этом. А так, конечно, основной словарный запас, традиции, обычаи, мифология, тот же норский эпос. Это все у нас общее. Конечно, в идеале, к чему нужно стремиться, нам нужно чаще общаться. Вот есть хорошее абхазское слово «агублыра», то есть это пламень сердца. Человек должен быть сидеть, и мы должны знать нашу культуру. Сейчас делаются такие вещи. Вот, видишь, абазинские материалы Гилько. Известный был ученый, в 20-х годах работал в Абхазии, у ингушей, у абазин. Кстати, первый, кто обнаружил его материалы абазинские, это был Владислав Григорьевич Арзанов. Потом уже Чекалов, там, Жопов поехали и издали прекрасную книгу. Я хочу, особенно обращаюсь к молодежи, хотя сам тоже себя пожилым не считаю, больше дерзайте. А нас никто не скажет, кроме нас. Нас никто не защитит, кроме нас самих. Вот это нужно знать хорошо. Но для этого нужно быть в человеке, еще раз подчеркиваю, я несколько раз, по-моему, говорил, но это должен сидеть стержень нравственности. Это нигде не купишь, никогда не научишься. Это должно сидеть в крови. Когда человек совершает достойный поступок, у нас, как говорят, ищат шажет, кровь заговорила. А если человек что-то не то сделал, говорит, у него испорченная кровь. Вот условно гены испорчены. Большая часть вина лежит тоже на Абхазии, потому что мы меньше, к сожалению, меньше контактируем, понимаете? Вот, надо делать общие встречи. Не превратить в формальность, а вот глубину нужно посмотреть. А в глубине мы, как говорится, сыновья. Вот лево-право, правая и левая рука, то же самое. Конечно, в идеале предстоит очень много работы. Только то, что сейчас делается, только начинается. Самое главное, чтобы наш народ, я не разделяю абаза, был здоров телом и духом особенно. Когда дух сильный, то человек становится абсолютно бесстрашным и может предугадать любую опасность. Сейчас в мире, сами не буду говорить, что происходит, вы лучше меня знаете, но мы должны держаться все крепко своих корней и их возрождать. Вот наш, есть же мировое дерево, должно быть мировое наше абхазское, абазинское дерево, мировое, наша культура, наши традиции, наши обычаи, наш язык. В конце концов, наша внутренняя природа.
Много не нужно. Я тебе говорил несколько раз. Нужно разбудить кровь. И еще чуть-чуть научиться уважать себя. Это я перевожу мысли с абхазского. И самое главное, что мы всегда говорим, ухадский суверу, победить самого себя. И тогда мы будем, как говорится, не впереди планеты все, отставать не будем ни от кого. Наоборот, у нас будут учиться многому. Спасибо. Нормально? Но у меня начало заносить, это не все сказал. Ну, сказал. Чего все не сказали? Не сказал, нет. Не, ну это, ну, в основном я сказал, понимаешь, ну тут, ты знаешь, про Абазин можно, Эсма, можно говорить и говорить. Я просто, ну, больше вот на это бью, сама понимаешь, на что. Да, ну может истории какие-то минутные. Да, конечно. Вот здесь я хочу очень интересная история о роде Агировы. Но они прямо пишут, что наша фамилия изменена после покорения Северного Кавказа в справке. И что действительно фамилия по-абазински, в скобках по-абхазски, как выходца из Абхазии, должна записаться Агырба. Рауф Агырба, сын Канамат Агырба. Очень интересная и трудная судьба у них. Отец Канамат был полковник царской армии. Еще участник русско-японской войны был. Как говорится, вся грудь в крестах. Один из лучших кадровых офицеров был на Северном Кавказе. Пользовался огромным авторитетом, неиссякаемым авторитетом. И когда в 18 году Лакоба с отрядом через гору отступил, он пришел в аул Апсуа. И царский генерал, в общем, они окружили, полк окружил аул. И говорит, пускай эти говорит, выйдут, говорит, ваши гости. Лакоба пускай выйдет. И Канамат Агырба оделся в черкесскую парадную. Все боевые ордена на груди, полное вооружение. И один идет. Они там стоят, орудия наведены, пулеметы там. Подошел и говорит, Лакоба мой гость, говорит. Гость у нас неприкосновенен. Если вы сделаете шаг, ну так жестко говорит, вы будете иметь дело со мной. И он так это сказал, что этот генерал вот так паник, как мокрая курица. И они вынуждены были восвояси уйти. А его сын, старший Рауф, он был герой Первой мировой войны. Воевал в Кавказской дивизии. И уже в 17 году в начале получил золотое георгиевское оружие. 16 человек только со всей дивизии получили, в том числе там и 2 абхазов было. После уже их начали преследовать там в Ауляпсу. И вот мне очень нравится Фуэнтавихун, овечий источник Лопе де Вега. Вот параллель возникает. Весь аул поднялся, и соседний аул, хутор русский был. Они все составили, как говорится, документы, сказали, лучше этих людей, условно говорю, выше, нравственней у нас нету. И защитили его своим единством. Потом они переселились в Абхазию. Здесь на хороших должностях все были, но в 1937 году в числе 40 человек, как черкесская группа, они хотели организовать великую, в общем, республику. Они были по ложному навету репрессированы, к сожалению. О абазинах, которые конкретно воевали в царской России, начиная с середины, еще с Крымской войны, потом русско-турецкая, русско-японская, Первая мировая война, очень хорошую книгу составил Дзыба Валерий Алиевич. Уже в русско-японской войне был полный георгиевский кавалер абазин Лоу Магомед. Полный кавалер всех георгиевских крестов. По неполному списку, который он здесь составил, он сам пишет, свыше 300 офицеров воевало под знаменами, защищая интересы Российской империи. И при том защищая во всех трудностях они шли первые. Это не слова не наши, а слова российских офицеров, которые отмечали доблесть и мужество воинов. Ну, я всегда, когда эти вещи читаю, я говорю,
Наступило время, когда нужно думать о нас самих, нужно служить нашей Родине. И, конечно, где бы ты ни находился, в жизни всякое бывает, нужно с достоинством и честью нести имя своего народа. И, как говорится, это трудно очень, быть первым среди равных.